Инстаграм стал другим. Я думаю, что вы тоже это заметили, поэтому давайте в этом видео разберемся, как выживать бизнесу в Instagram, как продвигаться для того, чтобы видеть результат, развивать свой блог, расти в продажах. Меня зовут Галина Горбань, я более 13 лет уже на фрилансе, я занимаюсь настройкой рекламы, созданием контента, я маркетолог, продвигаю блоги, я практик, и поэтому я вижу весь процесс изнутри, что в Инстаграме поменялось, что дает сейчас результаты, а что нет. Ко мне можно записаться на консультацию, сотрудничать в формате наставничества, либо пройти обучение на моем курсе роста продажи через таргет. Все ссылки я оставлю под этим видео. А сейчас давайте с вами разберем такие 4 важные пункта. Первый пункт — это почему Instagram перестал работать, что поменялось, что не дает уже такого результата. Второй пункт — это какой контент создавать в блоге. Третий пункт — реклама, какая реклама работает, какая нет. И четвертый пункт — какие еще есть инструменты, которые стоит использовать. Итак, первый пункт — что вообще поменялось. Ну, думаю, вы заметили, что поменялись кардинально алгоритмы Instagram. Если раньше в сторис люди активно смотрели контент, то сейчас люди перешли больше в Reels, они смотрят короткие видеоролики, где больше раскрыта суть, так они отдыхают, либо так они покупают. То есть контент в Stories люди продолжают смотреть, но они уже не смотрят так, как это было раньше. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас вдруг охваты в Stories не растут. Просто думайте о том, как контент создавать не только в Stories, а и в Reels. Либо делайте связку, чтобы Reels и Stories, чтобы это было связано. Например, начали рассказывать в Reels, перевели в Stories, либо начали рассказывать Stories, перевели в Reels. То есть помните о такой взаимосвязи. Также стоит учитывать, что Instagram растет, обучение по Instagram становится больше, экспертов становится больше, поэтому конкуренция становится выше. Если вы 5 лет назад вышли в Stories и сказали: покупайте, я создала обучение, или покупайте, у меня классные товары, люди с радостью покупали, то сейчас все по-другому. Люди устали от того, что им постоянно что-то продают, и понятно, поведение, как они покупают, оно немножко изменилось. То есть люди стали более избирательными, и продавать в Instagram стало сложнее, чем это было раньше. Особенно если учитывать, что люди иногда просто не видят ваши аккаунты Instagram, а это означает, что если вы привлекли в блог людей, то надо с ними как-то взаимодействовать для того, чтобы они вас запомнили, либо что-то у вас купили. Иначе они просто вас потом потеряют. Какой контент работает сегодня, то есть что именно создавать? Люди очень любят истории. История — это то, что цепляет их внимание. То есть если вы одно и то же рассказали в формате истории, то такой Reels, такое видео люди досмотрят до конца. Либо если вы это в Stories раскрыли, люди такую историю будут смотреть до конца. Понятно, что стоит учитывать также регион, где вы проживаете, насколько хорошо люди относятся к историям и насколько вам реально есть что рассказать, чтобы это не были такие истории надуманные или история на истории. К этому тоже люди будут привыкать, ваша аудитория, но в плане у вас обязательно должен быть контент, в котором есть какая-то история. То есть любую продажу какого-то товара или услугу можно сделать, исходя из того, какую историю вы рассказали. То есть может быть прямая продажа, но можно комбинировать и пробовать какую-то историю доносить. Также сейчас люди не любят агрессивные продажи, то есть люди любят такие плавные продажи, что они сами пришли к выводу, что они хотят у вас купить. И поэтому, когда вы создаете контент, то это уже будет такой он более мягкий. То есть вы можете показывать какие-то эмоции, вы можете показывать, что получает человек благодаря вашему продукту, товару, то есть как он себя будет чувствовать. И таким образом продажи будут более такие нативные, нейтральные, и у людей будет возможность самостоятельно захотеть ваш товар или услугу, прежде чем купить. Как создавать такой контент без прямой продажи? Вы можете, в пример, брать известные бренды. Например, Red Bull продает не напиток, Red Bull продает стиль жизни, передает какие-то эмоции. Если вы заглянете в их блог в Инстаграме, то вы увидите, что там реклама самого Red Bull направляется только в том, что везде виден логотип. А вообще видео у них просто такие завлекающие, что хочется посмотреть до конца. Они вызывают какие-то эмоции, все получится у человека или не получится. И вот смотришь и переживаешь какие-то эмоции. То есть они выбрали вот такой вот формат продажи своего продукта. Потому что если бы они все время выходили и говорили: покупайте Red Bull, то люди вряд ли
бы вообще смотрели эти Reels. Их Instagram был бы скучным, если бы они только бы направили все на продажу своего товара. Но так как они понимают, что Reels это хороший инструмент, что люди смотрят Reels, они выбрали другую тактику, передавая различные эмоции. Точно так же действует Coca-Cola, они тоже продают эмоции, но немножко другие. Это эмоции такие более семейные, дружные, дружелюбные. То есть по факту каждый из этих брендов передает какие-то ценности, какие-то смыслы, то, что ассоциируется с их брендом. И они просто снимают какие-то истории, либо какие-то фразы просто пишут на своих видеороликах для того, чтобы передать вот эту суть. То есть что человек чувствует или к чему приведет использование там этого напитка. Вот я взяла там Кока-Колу, я себя чувствую радостно с друзьями. Вот такие моменты стоит поучиться у них, как вы можете это в своей нише использовать, то есть какие такие истории вы можете рассказывать, чтобы люди могли так с интересом смотреть. Но главное не переборщить, чтобы люди все-таки понимали, что у вас блог, где вы что-то продаете, а не просто блог, где можно посмотреть классные рилсы на какую-то тему, там, на тему продажи какого-то товара. То есть должен быть здесь баланс, потому что люди обычно там развлекаются, они все-таки идут в другие блоги. У вас все товар, если товар, да, либо какая-то конкретная услуга, то нужно прям прочувствовать этот баланс, чтобы люди понимали, что у вас можно купить, чтобы не превратилось так, что вы сейчас пошли и все только в истории превращаете. То есть поэтому вот там 50/50 вводите такие разные истории, показывайте пример использования вашего товара, но и не забывайте, что основная задача это, чтобы люди у вас его покупали. Третий пункт – это реклама, как не тратить деньги впустую на рекламу. К сожалению, даже у блогеров реклама сейчас работает хуже, чем работала раньше, и это видно по отзывам даже магазинов, кто раньше сотрудничал с блогерами. В чем причина? Блогеры не виноваты, они могли остаться такими же хорошими. Причина все та же, что алгоритмы Instagram чуть-чуть поменялись, охваты падают, люди смотрят не сторис, а Reels. Чаще всего блогеры рекламу делают в сторис, некоторые делают и в Reels, поэтому подумайте, может быть, заказать у блогера Reels лучше, чем, например, заказать сторис, которые исчезнут через 24 часа, но люди не сидят и каждый день не смотрят блогеров. Плюс блогеров стало очень много, и понятно, что люди стали более избирательны, и они могут просто не сидеть в тот момент у блогера, когда вышла ваша реклама, либо они также не доверяют блогеру. Например, если раньше люди, вау, кто-то порекомендовал, это значит классно, я беру, покупаю. Но сейчас все больше людей понимают, что когда блогер что-то рассказывает или рекомендует, ему заплатили за эту рекламу. И это опять же влияет на выбор человека, доверять блогеру или не доверять. Если блогер честный и всегда рекомендует только хорошее, не работает с плохими продуктами, понятно, люди будут покупать после рекламы у такого блогера. А если блогер как бы чисто ради заработка берет на рекламу любые блоги, любые товары и не знает, что это даже за товары, то, понятное дело, аудитория ему не доверяет и она не будет у вас покупать, при том, что реклама у блогеров, она достаточно дорогая. Более стабильный результат дает таргетированная реклама, потому что вы можете этот бюджет, который вы бы потратили там 300 или 500 евро или 1000 или даже 100 на рекламу у блогеров. Реклама это просто в сторис человек рассказал меньше, чем за минуту. Вы можете этот бюджет распределить там на примерно целую неделю, протестировать разные варианты, разные макеты и более стабильный результат получать каждый день, а не просто разово вот так вот поток какой-то аудитории. Плюс, когда вы настраиваете таргетированную рекламу, регулярно умеете анализировать, то вы можете уже рассчитать стоимость своего подписчика, стоимость заявки, стоимость продажи. То есть все это плюс-минус одинаковое, да, в течение разного периода времени. Например, вы настраивали рекламу месяц, все посчитали и можете уже на следующий месяц прогнозировать результат. Так, если я вложила 300 евро, заработала там 4000, я вложу 600 евро, я заработаю 8000. Таким образом, вы можете прогнозировать свои продажи. Как настраивать рекламу для того, чтобы видеть результат, уметь анализировать этот результат, улучшать показатели, настраивать рекламу лучше, чем конкуренты. Я обучаю на курсе роста продажи через таргет. Он специально для тех, кто хочет самостоятельно научиться настраивать рекламу, для того, чтобы дальше продолжить настраивать рекламу, либо для того, чтобы делегировать, например, таргетологу. То есть этот курс для предпринимателей, экспертов, для любого человека, который чем-то занимается, что-то продает в Инстаграме. Под этим видео вы найдете ссылку на отзывы о курсе, а также можете подать заявку, я с вами свяжусь и покажу программу, расскажу детальнее.
И четвертый пункт, на который я хочу обратить внимание, это дополнительные инструменты, которые помогают дальше вам продвигать свой блог в Инстаграме. Что это за дополнительные инструменты? Как вы видите, что сейчас все больше автоматизации происходит, поэтому когда у вас настроен чат-бот, когда вы человека переводите из директа в Инстаграм, например, в свой канал Телеграм, когда у вас есть база имейлов, то есть когда вы людей умеете распределить, то есть они зашли к вам в Инстаграм, но вы их еще куда-то получили, и так вы, получается, не теряете человека, а можете с ним долго взаимодействовать и создавать какой-то дополнительный контент, когда человек будет дальше с вами знакомиться, дальше следить за вами, и уже потом он примет решение о покупке. Поэтому вот всякие такие новинки, их стоит использовать, тем более, что сейчас активно развивается искусственный интеллект, но здесь тоже нужно хорошо подумать, как его использовать в блоге. У меня есть отдельное видео на YouTube про искусственный интеллект, что можно именно внедрять в свой блог. Главное, нужно так чувствовать какую-то грань, где уместно, где неуместно, потому что все-таки ваша задача не просто создавать какой-то контент, а у каждого контента должна быть какая-то суть. То есть для чего вы это сделали? Кто ваша целевая аудитория? То есть кто ваш потенциальный клиент? Поможет ли это видео или это фото там, или пост с каруселью, поможет ли ему принять решение о покупке? Либо вы просто создаете контент ради контента. Я вообще за то, чтобы не создавать лишний контент, не тратить много сил, лучше вложиться в рекламу. Пусть это будет меньше контента, но вы получите аудиторию новую, и, соответственно, вы сможете с ней работать и ей продавать. То есть, если у вас упали продажи в блоге, то подумайте, как давно приходила к вам новая аудитория, сколько было этой аудитории. То есть, если вы привлекли в блог новых 50 человек, то, понятное дело, речь не будет идти о продажах, там, что у вас должно быть 50 продаж. То есть, из 50 людей 50 точно у вас не купят. Ну и если так вернуться к примерам брендов, например, Coca-Cola, почти 140 лет на рынке, Red Bull 38 лет на рынке. И эти бы бренды, мы бы о них сейчас и не знали, если бы они не вкладывали в рекламу. То есть, если вы посмотрите, реклама везде. Они используют рекламные кампании просто везде. Футбольный матч, и там будет их реклама. В Инстаграме, и там будет их реклама. Блогеры, там различные известные личности, везде будет эта реклама. И благодаря рекламе бренды могут годами, да, или даже столетиями остаться на рынке и не исчезнуть из него. Поэтому, если у вас в блоге все идеально, вы создаете регулярный контент, вы следите за трендами, вы там снимаете тренды, но вы понимаете, что как бы продаж нету, вы не растете, то подумайте, сколько вы денег вкладываете в рекламу, то есть достаточно ли этих средств. Всегда на рекламу жалко, да, может быть, но это тот пункт, когда не стоит жалеть. То есть денег на рекламу вашего бренда, вашего блога не должно быть жалко, потому что любые вложения в рекламу, они окупаются. Для того, чтобы о вас узнали, люди не найдут вас просто так самостоятельно. Люди купят, когда они увидят рекламу, то есть люди пойдут к тому, о ком они несколько раз уже слышали, когда о человеке уже там и в таргете он, и блогеры о нем рассказали, то есть когда человек везде, бренд везде, то, соответственно, люди понимают, ну все, ему можно доверять, я уже просто везде вижу рекламу этого человека, ну, наверное, не зря, да, он рекламируется. Поэтому думайте о том, сколько вы вложили и почему вы, может быть, застряли где-то в Инстаграме, но как бы реклама — это тот инструмент, который помогает реально расти. Главное, конечно, уметь настраивать рекламу не методом тыка, а именно делать целенаправленные действия, разработать рекламную стратегию для своего блога, понять, что работает, какая цена потенциального вашего подписчика или клиента, и прогнозировать результаты, и, соответственно, считать окупаемость вложений. Это все поможет вам делать такой прогноз на будущее и поможет вам выжить в Инстаграм, потому что сейчас клиенты есть у тех, и на курсы собирают огромнейшее количество людей те, кто вкладывает в рекламу. Те, кто не вкладывают, постоянно работают только со своей аудиторией, то, соответственно, они просто либо стоят на месте, либо постепенно уходят с рынка. Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях по продвижению, рекламе, я всегда всем отвечаю.